Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Russian in Context с Иной и с гостьей. Сегодня с нами Лена. Лену вы знаете, наверное, с Инстаграма. Лена на Инстаграме не только поет, играет на гитаре, но и читает стихи, а также я выкладываю посты про грамматику, интересные факты, истории, анекдоты, фразеологизмы. В общем, все для того, чтобы вы легко и с интересом изучали русский язык с Russian in Context. Если вы еще не видели Лену на Инстаграме, бегом на Инстаграм, ссылка внизу. Сегодня вы с нами выучите, как употреблять слова «можно» и «нельзя» в контексте. А также мы поговорим на тему суеверий. Суеверий. Оставайтесь с нами до конца. Почему? Потому что в конце вас ожидает веселый музыкальный сюрприз. Окей, вы готовы? Поехали! Суеверие. Суеверие – старое слово. Суе обозначает тщетно, Напрасно. зря. Верие – верить во что-то. То есть люди напрасно во что-то верят. И все это переходит из поколения в поколение. Что это значит? Это значит, что наши бабушки, наши прабабушки, прадедушки и даже прадедушки рассказывали нам об этих суевериях, и мы до сих пор их используем в нашей обыденной жизни. И мы до сих пор в них верим? Да. На тему суеверия мы поговорим. Тема суеверия, она большая. Мы выбрали только 3 части. Часть первая – деньги. Часть вторая – удача. Или неудача. Неудача. Часть третья – столовые приборы. Окей. Все правильно? Да, все правильно. Ну, а прежде чем мы начнем, я хочу задать тебе один очень важный вопрос. Вот скажи мне, это твоя сумка? Моя? А почему она стоит на полу? А почему нет? А где ей стоять? Сумку на пол ставить нельзя. Нельзя. А Нельзя, почему? потому что не будет денег. Ай-яй-яй. Ой. Окей. Сумку на пол нельзя. Нет. А на стол можно? Можно. А на стул можно? Можно. А на колени? Можно. А на пол? Нет. На Нельзя. пол нельзя. Денег не Не будет. будет. Окей. Запомнила. Не Да. буду. А еще нельзя дома свистеть. Нельзя! Нельзя? Нельзя? Подожди, дома нельзя, ну, а на улице? На улице можно. Окей. Мгм. А у соседей? У соседей, у этих можно. У этих можно. Да. У других нельзя. У этих можно, потому что они каждый вечер приходят занимать у меня деньги. Окей, это тоже нельзя. В понедельник можно. Но вечером... Нет. Не, Нет. вечером нельзя. Вечером нельзя. Нельзя. Деньги вечером занимать нельзя. В воскресенье нельзя. Нельзя. И вечером тоже нельзя. Почему? Денег не будет, не отдадут деньги. А, Такое суеверие, такая Суеверие. примета, что нельзя. Окей. То есть в понедельник утром Можно. 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 В среду днем Можно. можно. А в пятницу Вечером вечером нельзя. А в пятницу 13-го? Это отдельный разговор. В пятницу 13 вообще, мне кажется, ничего нельзя. Ничего нельзя, нет? Страшный день. Ой, страшно. Да. А сегодня тоже пятница 13? Мамма мия. Я Нельзя. шучу. И денег не будет, и неудача придет. Это также придет неудача, если кот черный, Да. дорогу перешел. Да, я об этом слышала. Да. Я слышала об этом. И что делать? Если он перебежал дорогу,
Мгм. Идти вперед уже нельзя. Окей. Назад, Можно, направо, можно, налево. тоже можно. А вперед? Нельзя. Там, где кот перебежал, нельзя. Нельзя. Окей. Можно пойти вместе с котом. С котом можно. С котом можно. А прямо нельзя. Нет. А если очень надо, что делать? А мне бабушка говорила, кот дорогу перешел, перевернуться 3 раза, поплевать через левое плечо 3 раза и постучать по дереву 3 раза. А если дерева нет? Ну тут Действительно, чем не дерево? 3 раза. Все по 3. Все по 3. А еще я слышала, знаешь что? Мгм. То есть для того, чтобы предотвратить, вот Да. мы постучали, да, Да. поплевали, а еще есть вот такая особое суеверие, такое, Да. бабушка мне такое рассказывала, до сих пор верю. Если ты ушел из дома и вдруг Мгм. что-то забыл, например, ключи, когда ты возвращаешься, нужно обязательно посмотреться в зеркало. Иначе не будет пути. Неудача придет. Да, Окей. А в зеркало можно смотреть каждый день. можно, конечно. В зеркало В можно. зеркало можно. смотреть. Да, Окей. можно. Но нельзя в разбитое зеркало. А в разбитое В нельзя. разбитое зеркало нельзя. смотреть нельзя. А почему? Все, 7 лет неудач. Неудача. Посмотрелся, все. Ой-ей. Мгм. То есть в зеркало можно смотреть днем, Да, можно. вечером, Можно. утром. Можно. Ну, иногда не надо. иногда, Иногда не утром надо. иногда лучше не стоит. Пока не умоешься, не приведешь себя в порядок, а потом, пожалуйста, Лучше. смотрись. Можно, потом можно. А вот в М. разбитое нельзя. А неудачу принесет Да. разбитое зеркало. Да, да. Это так же, наверное, как с ножа, когда ешь. С ножа ешь это... С ножа ешь это немножко другое. Вот я в последнее время Да. вот злоупотребляю этим, знаешь. М. Вот бывает, забываюсь и с ножа ем. Знаешь, какая Мгм. злая становлюсь. Злая будешь. Ужасно. Злой будешь. С ножа есть нельзя. А с вилки? Можно? С вилки есть можно. А с ложкой? Можно. А с ножом? С ножом можно. Вот с вилкой и с ножом. Это Да, можно. можно. А с ножа? С ножа нельзя. Нельзя. Вот оно что. Да. Ах, этот нож. А когда он падает, бабушка говорила, мужчина в гости придет, если нож Да. упадет. Да. А если вилка? А если вилка, то женщина. А ложка? Насчет ложки ничего не слышала. Ну, может, бывает и такое. А если я хочу, чтобы кто-то пришел, могу я бросить нож? Нет. Не, нельзя. Нет, нельзя. М. Специально нельзя. Только если это происходит случайно. Не нарочно. То есть так, как ты не задумывал. А если нож упал, а я не хочу? Не хочу, чтобы пришел кто-нибудь. Нужно взять нож, или вилку, Или вилку. и постучать по столу, приговаривая: сиди дома, сиди дома, сиди дома. 3 раза. 3 раза, Так. опять же. 3 раза, это понятно. Вот оно И что. никто не придет. То есть нежеланных гостей не будет. Окей. А ты знаешь что? А мне подарили часы. Красивые. Посмотри, какие красивые. Часы. Часы-то красивые. Да. Но тебе их подарили? Да. Так дарить часы нельзя. Почему? Ну, красивые же. Дарить часы к расставанию, это значит, что ты с этим человеком больше никогда не увидишься. Время тю-тю. Ага, значит, я его больше никогда не увижу. Нет. Ну ладно, не важно. Значит, дарить можно много. Много что. Можно подарить открытку, можно подарить духи, Да. можно подарить цветы. Цветы. Да, вот мне, например, вчера подарили желтые тюльпаны. Да ты что? Да. Желтые. Да. Да ты что, тюльпаны желтые дарить Да. нельзя. Как? Да ты что, не помнишь? Наташа Королева. Точно. Точно, ты не забыл. Вестники разлуки, света запоздало, Угу. утренний
вот, слышала? Да, невестники Желтые разлуки, тюльпаны, оказывается. разлука, все. Ну вот. Ай-яй-яй. Видишь, тебе часы подарили к разлуке, мне тюльпаны. М, Не везет. Не везет. Цветы дарить-то можно, Конечно, да, но не желтые. но не желтые. А насчет цветов, если дарят цветы, нечетное количество должно быть. 1, Да, 3, 5, 7, ну и так далее. да. Да. Четное количество нельзя. Нельзя. Да. Нечетное можно. Можно. Четное Нельзя. нельзя. Неудачу принесет. Тоже нельзя. Ну, вот и все про суеверие. Подведем итог. Лена, что нельзя делать? Итак, запоминаем. Нельзя ставить сумку на пол. Нельзя свистеть дома. Нельзя смотреться в разбитое зеркало. Нельзя идти вперед, если тебе перебежал дорогу черный кот. А еще нельзя есть с ножа. А все остальное Нельзя дарить желтые тюльпаны. И часы. И часы. М-м. М-м. А что же можно делать? А все остальное можно. 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 Давай опять. Все остальное можно. Вы запомнили? Супер. Транскрипция, как всегда, на нашей странице. А реклама? Да. Реклама? Не, рекламы сегодня не будет. Сегодня мы скажем просто спасибо. Да. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо, что вы нас... поддерживаете. Спасибо, что вы подписались на наш канал. Спасибо, что вы в нас верите. И смотрите это видео сейчас вместе с нами. До конца. Супер. Ну вот и все. Ну вот и все. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.